Национальный центр «Россия» – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Дорогие друзья, я вас всех приветствую. И мы здесь сегодня собрались, чтобы обсудить волшебные сказки. Вообще разобраться в том, что сказки из себя представляют, потому что ошибочно считается, что сказки — это только для детей, хотя на самом деле сказки изначально для детей-то и не писались, их потом для детей скорее перерабатывали. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как вообще создавались сказки, откуда у нас появились все знаменитые нам сказочные персонажи. Больше того, как сказки на самом деле программируют нашу модель поведения по жизни и как древние сюжеты, в том числе сегодня, используются в современной массовой литературе. В конце мероприятия вы еще сможете задать вопросы нашим сегодняшним участникам. И, кстати, для вас предусмотрены подарки от наших партнеров и спонсоров. Это «Эксмо» издательство и издательство АСТ. А сегодня со мной в этом обсуждении будет участвовать Ирина Скугарь, литературный блогер, филолог и писатель. Ася Занегина, литературовед, историк философии, преподаватель кафедры истории литературы и журналистики Московского университета имени Грибоедова. И Ульяна Нижинская, филолог, писатель, исследователь тайных смыслов сказок и ведущий авторской программы «Изнанка сказок» на радио «Серебряный дождь». Ну что же, давайте начнем с первых наших вопросов. И первый вопрос, я думаю, я задам Ульяне. Ульяна, вот смотрите, сейчас же часто мы говорим о сказках как о неком детском чтении, но ведь это же совсем не так. Сказки действительно писались не для детей. А вот почему вообще в принципе такое случилось? Как мы начали воспринимать сказки как исключительно детское явление? Все верно. Спасибо, Николай, за этот вопрос. Сказки действительно изначально сочинялись не для детей, а взрослыми для взрослых. И ученые говорят, что своими корнями сказки уходят в первобытные времена. Вот только тогда они были даже не волшебными историями, а мифами и обрядами. Приведу пример короткий. Сюжет о Змее Горыныче, который вечно крадет царевин. Но если задуматься, брак между рептилией и человеком так себе. Какое тут может быть взаимопонимание между супругами? Оказывается, в древности многие народы, которые жили у воды, верили в водяного бога, хозяина всех вод, в том числе и дождя, змея. От него зависел улов рыбы, а когда появилось земледелие, урожай. И вот чтобы урожай был хорошим,
богу плодородия нужно было принести в жены девушку, так как боги плодородия были похотливыми в представлении древних. Выбирали девушку, наряжали ее невестой, обмазывали маслами, украшали цветами и топили в воде или оставляли на берегу привязанной. Далее змей съедал царевну или женился на ней. Это уж как ему заблагорассудится. Лучше, конечно, если девушка была дочерью вождя. Змею больше почета. И вот этот обряд, он был священным, а змей был хорошим, так как он дарил урожай. А девушка была не жертвой, а истинным героем, которая спасала все племя от голода. Но шли века, и люди накопили знания об урожае, научились искусственно орошать поля, и миф о змее стал исчезать. Кому вообще нужны все эти жертвоприношения? Так появился герой, который спасает девушку-царевну, и так появилась сказка, которую мы сегодня все слушаем с удовольствием. А как окончательно сказка стала детской, то это сравнительно недавно произошло, в 18-19 веках, когда Европа придумала детство как особый отрезок жизни. И в это же время фольклористы, братья Гримм, а у нас Афанасьев, стали собирать сказки, записывать их. А педагоги, у нас был известный Константин Ушинский, стали эти сказки адаптировать для детей. То есть убирать из них жестокость, религию, эротику. И вот сегодня все эти древние мифы кровожадные превратились в книжку с картинками. Ульяна, а чем вообще сказка отличается от мифа? Сказка вся, боли врать нельзя. Одна из концовок сказки. То есть сказку мы сегодня все воспринимаем как вымысел. А в миф человек древний верил как в правду. Полетела по небу звезда, о, это огненный змей летит. То есть в огненного змея верили, как в настоящего. Ася, у меня следующий вопрос к тебе. А можно ли вообще рассматривать сказку как своеобразный код культуры? Какие знания, представления о мире и модели поведения передавались, в том числе через сказочные сюжеты? Ну все, у меня микрофон. Я еще раз вас всех приветствую. А тебе, Николай, спасибо за вопрос. Сказку, друзья, не просто можно, ее нужно рассматривать как культурный код. Что же мы можем рассмотреть и найти в этих архаичных сюжетах? Ну, в первую очередь, а как был устроен этот мир? А как люди представляли этот древний мир? Потому что пространство делили на посюстороннее и потустороннее, да, то есть какое-то запретное, странное. Мы все с вами помним этот дремучий лес, да, Тридевятое царство, прости господи, такие небезопасные места. А безопасные места другие. Какие? Например, дом. Кстати, друзья, если вы считаете, что в русских сказках безопасное пространство — это церковь, это не так. Это вообще не так. Для того, чтобы понять, что церковь в русских сказках — это вообще очень часто не Божий дом, почитайте сказку «Упырь». «Упырь» в как раз-таки упомянутом Ульяной сборнике сказок Александра Николаевича Афанасьева. Жуткая сказка, которая меня в свое время очень сильно напугала. Кто любит вот такие сказочные хорроры, это вот сюда. Помимо еще, да, какие представления, такие культурные коды можно в сказках найти. Ну, например, представление о каких-то архетипических моральных константах, да, вот как себя вести. Будешь трудиться, будет тебе за это что-то приятное, а возможно даже и что-то волшебное, потому что мы с вами поговорим сегодня о волшебных предметах, которые не просто так получали наши сказочные герои. Что еще такого кодового, культурного можно в сказках рассмотреть? Ну, например, культурные герои. Слушайте, в свое время были популярны определенные герои, например, солдат, да, который только что вот вернулся он с войны. И сказки про солдата, который очень часто встречает черта, да, вот этот сюжет «Солдат и черт обязательно будет одурачен солдатом», да, тоже очень часто были распространены у нас. То есть мы видим с вами культурных героев, мы видим с вами моральные какие-то представления, архетипические константы, много чего. Поэтому, конечно, сказка — это культурный код, несомненно.
Следующий вопрос снова к вам. Вот смотрите, если мы разбираем классическую волшебную сказку, то у нее ведь существует определенная универсальная структура. Об этом еще Владимир Проп писал. Вот по какой причине герой обязательно должен уйти из дома, пройти испытания, вернуться назад изменившимся? Очень хороший вопрос. Ответ очень короткий и длинный одновременно. Дело в том, что действительно классическая волшебная сказка имеет свою универсальную структуру. Герой уходит из дома, проходит испытания и возвращается другим. И эта структура отражает древний обряд инициации, посвящения подростков во взрослую жизнь. В древности каждый подросток должен был пройти такое испытание, чтобы получить право на брак, право голоса на собрании рода и племени. И в нашем русском языке сохранилось слово «отрок», которое означает «отреченный от права голоса на вече». Вы это можете проверить в любом этимологическом словаре. Так вот, если сегодня современный подросток должен окончить университет, получить диплом и выйти в люди, то в древности, когда первобытное общество кормилось охотой, мальчик должен научиться охотиться. И поэтому инициация была связана с охотой и с временной смертью. Мальчиков отводили в лес, где они входили в специальное помещение, хижину, и там проходили жестокие испытания. Их могли закопать в землю на сутки живьем или, например, вверх ногами держать, отрубали палец, зубы. То есть это были действительно жестокие испытания, и деревня первобытная оплакивала их уже как умерших, когда они уходили. Иногда мальчикам давали какие-то растения, мухоморы. То есть все делалось для того, чтобы человек временно умер. Инициацию связывали с временной смертью. То есть мальчик умирал, попадал на тот свет, где его предки даровали ему тайные знания, учили языку животных, то, что нужно охотнику для того, чтобы зверь на него шел. И если вдруг подросток очухивался после всех этих испытаний, ему действительно казалось, что он пришел с того света. Далее им ставили татуировки, какой-то знак, татуировка, или, например, зуб выбивали, или палец отрубали. И подросток возвращался уже в деревню с другим именем, ему давали другое имя, и считалось, что он воскрес из мертвых, и считалось, что теперь он готов быть охотником. То есть, если мы посмотрим нашу сказку, то Иван вначале кто? Дурак. Он уходит в лес, потом приходит в эту хижину, избушку Бабы-Яги, проходит там испытания, уходит в Тридевятое царство, а возвращается кем? Царевичем. Получает полцарства в придачу, да еще Елену Прекрасную. Ася, вот тебе еще вопрос. Ведь смотри, когда Владимир Проп анализирует волшебную сказку, он говорит о постоянно повторяющихся функциях персонажей. И вот мы смотрим с тобой на современную литературу, на современный кинематограф и понимаем, что, в общем-то, как будто и не было никакого прогресса, ничего не изменилось. Все равно счетом то же самое. Почему так? Слава Богу, что ничего не изменилось, что Проп гений. Мне кажется, среди вас нет тех, кто не знает Пропа, а вот для нас, для филологов, то, что сам филологи сидят, это такая Библия, морфология сказки. Это такое первоначальное название исследования Пропа. Но большинство из всех нас знают эту работу Пропа как морфология волшебной сказки, потому что за основу Проп все-таки берет 100 волшебных сказок, как раз-таки из сборника Афанасьева. А сказки-то ведь разные бывают, вы все знаете. Есть сказки о животных, такие докучливые сказки, но в основном, конечно, любят волшебные. Поэтому Проп, он и формалист, Проп, он и структуралист, и то, что он систематизировал то, что нужно и важно было систематизировать, это факт. Что все, что он сделал, все вот эти архетипы, то есть у нас есть
главный герой, да, у нас есть протагонист, у нас есть его антипод, да, антагонист, что-то будет со злодейской такой ноткой. У нас будут герои-помощники со своими функциями, да, эти герои-помощники будут приносить какие-то волшебные предметы нашим сказочным героям. Но посмотрите, любое другое, не сказочное, а литературное произведение, извините, я сяду на своего конька, готическая литература, да, я специалист по всякому страшному, страшной сказке и готика. Но все знают Дракулу Брэма Стокера. Нет таких, кто не знает. Все знают. Пожалуйста. У нас есть антагонист. Чем вам Дракула не Кощей Бессмертный? Вполне себе, да еще и Змей Горыныч очень даже хороший. Протагонист, да, Джонатан Харкер, кто смотрел фильм 92 года, да, его играет Киану Ривз, да, Джонатан Харкер вполне себе Иван Дурак, да, он ничего не может без помощников, которые у него есть. А кто у него помощник? Абрахам Ван Хельсинг. А у Ван Хельсинг, чем вам не Баба-Яга? Вполне себе. Только у Ван Хельсинга не какие-нибудь там скатерти-самобранки, да, а что у него? Обладки, всякие чесночки, да, осиновые колья и так далее. То есть я к тому, что схему, которую сделал Проб, схема архетипов и их функций, вполне себе ляжет на любой литературный или кинотекст, неважно какого жанра. То есть, условно, та же готическая литература, она очень архетипична, и готические архетипы вполне себе согласуются с проповскими. Так что то, что сделал Проб в 28 году, это же будет 28 года, знаете, насколько она современна вот даже сейчас. Что в литературе, что в кино. Да. Ирина, у меня теперь к вам вопрос. Вот смотрите, когда у нас вообще народная сказка становится авторской, и что в эту сказку приносят там Пушкин, Андерсон, братья Гримм, другие авторы? Вообще народная сказка становится авторской в тот момент, когда там появляется образ автора. То есть когда она фиксируется и из устного народного творчества переходит уже в письменный вид. Тогда уже сказка становится привычной сказкой, к которой мы привыкли. И плюс писатели от себя добавляют что-то новое в сюжет и добавляют психологию героя. И с этого момента сказка уже начинает считаться авторской. Неизменным всегда в сказке остается это какой-то костяк народной традиции, герои-помощники, плюс это зачин, завязка, ну и все то, что мы обычно привыкли видеть в сказке. Это всегда остается неизменным. Если мы говорим конкретно про авторов, это, ну, например, Пушкин, он что делает? Он народное творчество переводит в поэзию и создает из сказок красивые поэтичные произведения. Если мы говорим, например, про Ершова, то Ершов у нас создает острую сатиру на государственную власть и добавляет туда еще веселый русский колорит. Если мы говорим про Андерсона, то Андерсон изначально писал сказки не для детей, а для взрослых. И у него сразу же в сказках такой начинается уже где-то более динамичный сюжет, живые диалоги персонажей, а не, ну, то есть ты, когда читаешь сказки Андерсона, ты понимаешь, что это было написано не для детей, а для взрослых. И если их разбирать там более глубоко, то там на самом деле такой достаточно глубокий смысл. А вот у меня тогда вопрос для всех участников дискуссии. Если бы вам нужно было выбрать одну сказку, без которой, ну, на ваш взгляд, просто невозможно понять русскую культуру, то что это была бы за сказка? Начну с себя. «Колобок». Почему? Колобок есть и у других. Джонни Пончик. Вот. А большой жирный блин у немцев. То же самое. Маленький клёцко у венгров. Все так. Но только у нас «Колобок». Слушай, на самом деле... Его круглость — это национальная идентичность. Это цикличность, да, годовая, цикл года. Николай, вообще очень хороший вопрос. И очень сложный. На самом деле, такой же вопрос однажды задали Николаю Холодковскому. Кто такой Николай Холодковский? Это лучший переводчик Фауста Иоганна Гёте. Если вы не знаете, в чем перевод читать Фауста, читайте в переводе не Пастернака, а Холодковского. Вот. И Холодковский говорит, что вот если на нашу планету прилетят какие-нибудь инопланетяне,
и спросят, а вот что у вас такое почитать, чтобы понять про эту планету? Он говорит, вот Фауста Гёте. Ну, естественно, Хладковский работал всю жизнь над этим, поэтому советует. Вот. Очень сложно выбрать одну сказку. Лично для меня я бы, наверное, посоветовала весь сборник сказок Афанасьева. Вот лично для меня это так. Потому что и история этого сборника очень сложная. Вот Ульяна тоже начала про это рассказывать. Сказки очень многие запрещали, и Синод запрещал, и цензура церковная и светская была жесточайшая. И там как Афанасьев пытался сохранить все эти сказки. Потому что там, почему это именно стоит читать? Потому что там те сказки, которые мы все любим и знаем, та же Василиса Прекрасная или Марья Марьевна, но там же и сказки, которые не настолько известны, но их точно стоит прочитать, чтобы посмотреть на другую, иногда, кстати, довольно темную сторону русской культуры. Поэтому весь сборник сказок Афанасьева. Вот так. Ну, я бы сказала, что для меня вот такая сказка, без которой невозможно понять русскую культуру, это сказка о рыбаке и рыбке. Потому что даже фразеологизм «остаться у разбитого корыта» — это настолько про русского человека, про то, что твоя ненасытность и жадность может привести тебя к нищете как таковой, финансовой, так и духовной. И мне кажется, что как раз-таки эту тему потом развивают у нас и другие русские писатели-классики в своих произведениях, как нищета духовная приводит человека к нищете финансовой. А в итальянской версии этой сказки бабка, знаешь, кем хотела искать? Не богом, а папой римским. Да, я читала про это, я читала. Да-да-да. А в латиноамериканской версии там не золотая рыбка, а свистящая креветка в лесу. Моя, что ли, очередь? Ну, я вот думала, и мне нравятся гуси-лебеди, там реально много символов. Кисель, поминальное блюдо, молоко и так далее. Но еще я подумала, что репка тоже могла бы быть, потому что аналогов репки нет у других народов. Это вот чисто наша сказка. Ну, и крестьяне ели репу, вот. Да, тут абсолютная правда, конечно. Но на самом деле самое интересное со сказками начинается в тот момент, когда мы перестаем на них смотреть буквально и начинаем немного глубже погружаться в историю самих персонажей, потому что и сами персонажи, так сказать, у нас тоже возникают не случайно, и все имеют вполне конкретные значения. Поэтому, Ульян, вот первый вопрос как раз к вам. И он по поводу Бабы-Яги. Ведь это один из самых, наверное, загадочных персонажей славянского фольклора. Вот кто на самом деле Баба-Яга? Она злая ведьма, проводник, хранитель, помощник. Кто она? Хороший вопрос. А самое главное... А плохих у вас нет. А знаете, что еще? Почему она вообще помогать, если начинает, то начинает только после испытания? Хорошо, я постараюсь ответить на все эти 4 вопроса в одном вопросе. Ну и начну я с того, что образ Бабы-Яги начал складываться еще в праславянскую эпоху, то есть когда еще славян как этноса не существовало. А закончил он свое формирование в средневековой Руси, когда завершила свое формирование сама волшебная сказка. То есть образ Бабы-Яги не имеет какого-то одного конкретного прототипа. Это собирательный образ. И, конечно, здесь имеет место и древний жрец, который проводил вот эту жуткую инициацию, о которой я рассказывала. И этнографы, кстати, отмечали, что мужчины-шаманы переодевались в Бабу-Ягу, надевали фартуки, клыки приделывали, красили лицо и изображали праматерь. То есть Баба-Яга, с одной стороны, воплощает собой такого первого предка, который стоит на границе миров. Одна нога ее костяная, потому что стоит она в Тридевятом царстве, а другая в нашем мире. Нос ее в потолок врос, потому что лежит она в гробу, а волосы лохматые, так как в древности только живые женщины заплетали косы. Путник приходит к Бабе-Яге, и она совершает с ним очень интересные действия. Он ей говорит: ты мне баню истопи,
напои, накорми и спать уложи. То есть это снова мы возвращаемся к обряду инициации, который проводит вот этот древний жрец. Баню истопить — это значит совершить обряд омовения. Этот ритуалы и сегодня у нас в похоронной обрядности присутствуют. Напои, накорми — это не просто еда путнику, это еда, которая позволит ему видеть и говорить в царстве мертвых. То есть это ритуальная пища. Блины, пироги, каша — это все еда мертвых. Кашу мертвые едят, чтобы прорасти, то есть воскреснуть. Поэтому, кстати, даже на Рождество, когда дают кутью, она имеет вот такой вот смысл древний. То есть, возвращаясь к Бабе Яге, с одной стороны, это действительно вот тот вот древний жрец. С другой стороны, это бабка-знахарка, которая совершает обряд перепекания. Все, наверное, помнят тот момент, когда бабушка хочет зажарить ребенка. И это вовсе не кулинарный рецепт, это как раз отголоски вот этого древнего обряда. Если ребенок рождался недоношенный или больной, а его нужно было как-то доносить, то его относили этой бабке, она его заворачивала в тесто ржаное, оставляла дырочки для носа и для рта и засовывала такой пирожок или сосисочку в тесте в протопленную, но не горячую печь. И далее ребенок допекался, выздоравливал. То есть она его не убивала, она давала ему второе рождение. И этот обряд вовсе не моя фантазия. Его наблюдали... О нем знали немцы, венгры, поляки, и единичные случаи даже встречались во время Великой Отечественной войны в деревнях. И вот расскажу коротко случай очевидца. Он рассказывал, как перепекали его братца Коленьку. Коленьке шел 6-й месяц, а был он ребенком худосочным и крикливым. И врачей в селе не было. В деревне собрался консилиум из бабушек. Посмотрели и поставили диагноз: на нем сушец. И прописали лечение — перепекать. Что и делала матушка Коленьки. В итоге ребенок выздоровел и дожил до глубоких седин. То есть вторая ипостась Бабы Яги — это вот как раз бабка-лекарка. Ну и третья, я просто назову 3 популярных самых. Есть такая гипотеза, что Баба Яга имеет отношение к хетской жрице смерти, которая помогала душам умерших перейти в загробный мир. Вот в целом, уже исходя из этих 3 гипотез, мы видим, что это очень сложный персонаж, очень многослойный и древний, и привязывать ее только к одной какой-то роли невозможно. Спасибо большое. Спасибо. Ася, тебе же я задам вопрос по поводу места обитания этой замечательной Бабы Яги. Ну, смотри, уж не просто дом, а дом почему-то еще и на курьих ножках. Вот что вообще значит эта избушка на курьих ножках? Почему она поворачивается? И почему так крайне странно выглядит? Слушайте, я не знаю, у кого как, но я когда была маленькая, во дворе у меня была детская площадка, и там был игрушечный домик Бабы Яги. Вот у кого был такой, поднимите, пожалуйста, руку. Ага, то есть вы уже с детства все знали, как попасть в загробный мир, да? Все понятно. Да, ну уже я здесь Америки не открою, да, но если только я скажу, что избушка Бабы Яги — это вход в рай. Ну, конечно же, нет. Нет, это, конечно, то самое загробное царство, иной мир. Ульяна вам сейчас прекрасно рассказала про эту хтоническую бабку, да, и действительно у Бабы Яги вот эти гипертрофированные женские признаки, да, вот и нос, и грудь, все какое-то невероятное, и жилище у нее тоже невероятное, потому что, да, конечно же, избушка, я сейчас скажу основную версию фольклористики. Да, это такой вход в загробное царство, и те самые курьи ножки нас отсылают к особым столбам, да, на которые устанавливали домовину, да, то есть гроб, да, вот такое погребальное устройство, да, для захоронения. Вот так у нас все очень весело и легко, но, честно говоря, что интересно и что еще указывает на вот такую загробную сущность Бабы Яги и вообще, собственно, ее жилища, это прослеживается в сказках всем вам известных, в частности, Василисе прекрасной.
Наверняка вы помните этот момент, когда кто-то из героев приближается к избушке на курьих ножках. Баба-Яга обязательно что-то такое говорит. Там, фу-фу-фу, русским духом пахнет. Да? Ей неприятно, потому что фу-фу-фу. Что это значит? И на это еще внимание, кстати, обратил Проб, уже сегодня не раз упомянутый, что Бабе-Яге, поскольку она вот такая пограничница, она и не здесь, и не там, а точнее и здесь, и там, и в посюстороннем, и в потустороннем мире, но все-таки больше как будто бы даже мертвец, и похож на труп. Ей неприятен запах живого человека. То есть ей не важно, русский он, не важно, Иван это или Василис, не важно, что это человеченкой попахивает. То есть точно так же, по версии Пропа, как живому человеку неприятен запах мертвеца и присутствие его близости, точно так же и мертвецу как-то боязно и неприятно, когда вот к нему в гости пришел живой, живехонький. Да. Голубчик. Ульяна, да, у меня к вам теперь вопрос. Смотрите, а вот... А можно я еще дополню? Да, конечно. Дело в том, что еще почему курьи ножки-то? Потому что первобытные гробы не были похожи на современные. То есть у нас сегодня как-то все грустно, просто черная коробка. А раньше с фантазией это люди не в Уганде, подходили. знаете ли, там какие гробы делают? Все позавидуют. Но это сколько денег, наверное, стоит? Столько Не такой гроб. дешево. Ульян, а расскажи, Буду копить. Я очень хочу, чтобы ты рассказала эту Про историю. древние гробы? Курьи ножки, которые окуривали. Нет, это я не расскажу. Жаль. Я расскажу о том, что первобытные гробы не были похожи на наши современные. Их делали в образе тотемного животного. То есть каждое племя верило, что его прародителем является какой-то зверь, птица. И этот тотемный зверь съедает человека, когда он умирает. Или уносит на себе, на своих крыльях в потусторонний мир. Отсюда, например, гуси-лебеди, которые Иванушку уносят на крыльях, или сказка «Нильс и дикие гуси». И даже, например, у даяков был зафиксирован такой обряд похоронный. К мертвецу, к его спине привязывали курицу, чтобы она на своих крыльях унесла его душу в город мертвых. Вот. И, соответственно, гроб делали с тем животным, которому поклонялись. Вот, например, в океане ученые находили гробы с изображением акул, а там хранились тела жрецов. В мифах североамериканских индейцев есть избушки со змеями, волками. Ну вот, а у нас курьи ножки, видимо, потому что курочка несет золотые яички, солнышки. Ну и вообще, кстати, есть сказки, где не курьи ножки вовсе, а стоит избушка на бараньих рожках. И кто знает вообще, какие версии избушек до нас не дошли, потому что сказки стали собирать лишь в XIX веке, когда эта культура стала отмирать. И многие этнографы даже сталкивались с тем, Зеленин писал, пришел он в деревню, договорился, чтобы его впустили в вот этот вот круг, чтобы послушать сказки, а там он услышал графа Монте-Кристо. Ну, то есть сказка такая была уже. Это вот конец XIX века. Вот, поэтому неизвестно, какие избушки еще были, помимо курьих ножек. Вот об этом я хотела сказать. Это хорошо. Всё. Спасибо. А я хотел спросить все-таки про этого, про Кощея Бессмертного. Почему вот он всегда однозначно воспринимается как злодей? Или есть какие-то другие интерпретации этого образа? И самое главное, почему у него так сложно спрятана смерть? Но здесь снова я человек, который сегодня будет затирать про обряды и про всякую вот эту вот жуть. То, что Кощей прячет свою смерть в ином предмете, это очень сильный, мощный, интереснейший мотив, потому что в первобытные времена многие люди действительно использовали этот обряд прятания души. Человек шел к шаману и говорил: «Хочу долго жить». И тот спрашивал: «Хорошо, куда ты хочешь спрятать свою душу? Может быть, в быка, в дерево, в бровь слуги, в глаз жены». Человек, например, выбирал дерево. И отныне считалось, что пока стоит дерево, то жив и сам человек. Звучит, конечно, надежно, как швейцарские часы, если не вспомнить про молнии, дровосеков и жуков-короедов. Вот. И, соответственно, этот обряд прятания души был
зафиксирован у многих народов, у африканцев, у малайцев, у бурятов, эскимосов. В Индонезии, например, переселение в другой дом считается мероприятием опасным. Поэтому жрец на время прячет души всех членов семьи в мешок. Вот такая история. И вот этот обряд, получается, лег в основу многих сказок разных народов мира, потому что двойники Кощея есть, например, и в Индии. Там злой колдун прячет свою смерть в зеленом попугае, и пока жива птица, вот этого злого колдуна не победить. Но больше всего мне нравится Кощей в мифах североамериканских индейцев, где Кощей девушка. Ее зовут женщина, ставшая медведем. Перед сражением она вытаскивает все свои внутренние органы, прячет их, идет, бьется, победив, приходит к тайнику и возвращает печень, селезенку, желудок, все на свои места. Это вот такой Кощей тоже есть. Вау. Ирина, а у меня к вам теперь вопрос. Вот смотрите, мы по злодеев поговорили, а вот почему нам так нравится Иван-Царевич, Иван Дурак и вот прочие все герои-путешественники? Какие у них такие есть качества, которые до сих пор остаются актуальными? Ну, кроме того, что они нерешительные и сами ничего не могут сделать. Ну, я, кстати, хочу поспорить с тем, что они не могут ничего сделать, потому что у них есть, мне кажется, у всех главный навык. Они умеют договариваться, а еще они очень искренние и добрые. И это любого современного читателя, мне кажется, привлекает. То есть сейчас, когда мы смотрим на Ивана Дурака, мы не считаем его глупым, мы просто его глупость считываем за искренность. Ну, по крайней мере, я так считаю. Мне кажется, что это очень искренний персонаж. Почему ты смеешься? Я поддерживаю, я поддерживаю. Продолжай. Хорошо. Я считаю, что это очень искренние персонажи, и персонажи, которые не боятся ошибаться. И всегда во всех сказках они у нас в начале, как уже, в принципе, говорили до этого, как говорила Ульяна, у нас персонажи проходят какие-то испытания. И вначале они у нас одни герои, а в конце уже совершенно другие личности, которые прошли определенные испытания и у которых произошел внутренний рост. И это, несомненно, привлекает всех современных читателей. Да, видите, а еще это, конечно, польза от занятий нетворкингом. Теперь вопрос для всех спикеров у меня. Смотрите, вот есть лес, река, клубок, печь, волшебный конь, прочие разные атрибуты из этих сказок. Какие символы чаще всего сейчас неправильно воспринимают современные читатели? Да все неправильно. Даже живую и мертвую воду? Даже клубок. Все думают, что это GPS, а это нить судьбы. Ну, это да. Этой нитью судьбы владеет Баба Яга точно так же, как и Мокош владела. Или так же, как и в Древней Греции Мойры плели нить судьбы, а в Скандинавии Норны. Кто там еще? Конь. Ну, Конь. давайте я не буду отнимать хлеб у других. Ну, ты потому что главный специалист среди нас. Вот. К твоему вопросу тоже возвращаясь, что не понимают? Да. Вот я тогда скажу про те, которые устарели и очень архаичны. Например, ступа и пест. Ну, вы, например, точно знаете, что у нас Баба Яга, у нее есть метла, но не только, у нее же есть ступа, а пестом она погоняет. Что такое пест? Вот кто сейчас знает, что такое пест? Не то, что символ, даже реалию, да, можно не понять, да, то есть специально палка, в которой в ступе что-то там могли растолочь. Причем, что интересно, пестом она погоняет, а метлой что она делает? Она заметает следы. Баба Яга у нас, вот, кстати, подскажите, как главный специалист, я не помню сказки, где Баба Яга летает на метле. То есть она заметает следы. Чисто метлы не было. Вот. То есть у нас западноевропейские ведьмы рассекают на метле, а Баба Яга следочки, да, заметает. Вот, то есть про архаику. И знаешь еще чего могут не понять? Да и мы тоже, специалисты, сидим. Есть очень интересная группа сказок, на мой взгляд, одна из самых интересных. Это не про Бабу Ягу, не про Кощея, а про отвлеченные понятия. Про горе, про лихо. Лихо одноглазое, помните? Это же не просто персонификация чего-то жуткого. Это вот это лихо, долюшка русская, вот это хтоническая, депрессия вот такая древнерусская, своеобразная. Сказки про горе и про лихо тоже в каком-то смысле надо
и пояснять, хотя сейчас я про это говорю и думаю, а они прям поближе, да, это прям балабановщина у нас уже какая-то, да? Ага. Они вневременные. Ну, я от себя хочу добавить, что я согласна во всем абсолютно с девочками, что, мне кажется, все символы воспринимаются неправильно и неправильно понимаются современными читателями. Ну, даже, например, если мы говорим про лес, то лес — это не место, где можно потеряться, не просто какая-то темная чаща, а это царство мертвых. Да. Портал, Еще портал в подтверждение. царство мертвых. Портал. То есть еще не царство, Да. но портал. Портал, да, портал в царство мертвых. Клубок сказали, река — это граница между миром мертвых и живых. Как Стикс. Да. То есть у нас какая в сказках бывает? Огненная, смородина, Калинов мост там еще. И, кстати, многие думают, и я тоже в детстве думала, какая интересная река Смородина. Наверное, это компот из черной смородины. Но оказалось, по одной из версий, которая, мне кажется, наиболее оправданной, что река Смородина так называется от слова «смрад». В сказках часто в ней какие-то туши убитых, там головы Змей Горыныча валяются, туши убитых воинов, поэтому там вот такой смрад творится. А Калинов мост снова же не от калины ягоды, а от слова «калить», «накаливать», потому что мост этот над огненной рекой. Все. Спасибо большое. А мы тогда перейдем с вами дальше, потому что нам же интересно смотреть на то, как фольклор влияет в том числе и на современную литературу. А в современной литературе у нас по-прежнему один из самых популярных жанров — это жанр фолк-фэнтези. И здесь можно даже вспомнить одного из, в общем-то, прародителей этого жанра, Джона Рональда Руэлла Толкина, который писал свой «Властелин колец» вообще не как развлекательное произведение. Говорил о том, что он создает вот как раз утраченную британскую мифологию и, по сути дела, пересоздает вот именно британский миф. Мы увидели, что действительно фолк-фэнтези за последнее время очень популярно. И вот у меня вопрос для Ирины. Если объяснить простыми словами человеку, который никогда не сталкивался с этим жанром, что такое фолк-фэнтези и почему он настолько популярен? Фолк-фэнтези — это сейчас современный жанр в литературе, в котором у нас оживают, по сути, все наши любимые герои и персонажи мифов, сказок. Только из этих новых историй уходит абсолютно вся детскость, наивность, и появляется какой-то исторический антураж, логика и захватывающий сюжет. Как правило, это достаточно мрачные истории, которые, наверное, этим и привлекают, потому что за счет эстетики фолк-фэнтези и стал настолько популярен за последние, мне кажется, 5-6 лет. Если мы берем начало фолк-фэнтези, такого прям его бума, как 2020 год, когда это произошел бум фолк-фэнтези в ТикТоке, то за это время прям появились отдельные блогеры, которые снимают про фолк-фэнтези, отдельные фандомы, а такого раньше не было. И я думаю, что фолк-фэнтези сейчас настолько популярен, потому что он оживляет наш культурный код. Читая фолк-фэнтези, мы как будто бы еще больше сближаемся со своими корнями, с родиной. И если мы читали Толкина, то для нас это было про что-то такое далекое, эльфы, орки. То сейчас, когда мы читаем современную литературу в жанре фолк-фэнтези, для нас это все вот как будто бы про нас, про нашу жизнь, про наших каких-то героев из мифов и любимых сказок. Ась, а тебе теперь вопрос. Смотри, какие элементы традиционных сказок, они вот легко переносятся на современную литературу, а какие вот наоборот требуют переосмысления? Ну, что легко перенести? Да, опять-таки, к пропу мы сегодня будем неоднократно обращаться. Проб как раз про то и пишет, что сюжетная сказочная завязка заключается в какой-нибудь беде. Вот есть у нас беда, которую нужно разрешить главному герою, как-то из нее выпутаться. То есть вот из структуры очень легко можно перетянуть и этот мотив беды, потому что в мотиве беды у нас заключен квест.
А квест для литературы, что современный, что новейший, что стародавний, очень важный элемент. Вокруг него, по сути, все приключения наших геройских героев и вертятся-крутятся. Можно взять легко, перенести каких-нибудь архетипических, опять-таки, героев, на какого-нибудь мудрого наставника или того же какого-нибудь антагониста. Другое дело вот с чем интереснее, с чем сложнее. А сложнее, вот знаете, уже с какими-то моральными категориями, потому что в сказке все как будто бы довольно просто. У нас есть черное, есть белое, да, есть хорошее, есть плохое. А все-таки современная литература, да и в принципе большая литература больше любит серую мораль, да, и если чаще всего в сказках у нас все-таки речь идет об нашем протагонисте, то есть главном герое, сейчас и в современной литературе, начиная где-то с века с 19-го, с романтизма у нас во главу угла ставят антагонистические мысли. То есть какого-нибудь плохиша, неоднозначного, антигероя ставят во главу угла с его вот этой вот самой серой моралью. Ну и что самое главное, есть расхожее мнение, но это, кстати, не так, что во всех сказках все заканчивается хорошо. Ну, в большинстве может быть. Но есть действительно, где и конец очень плохой. Это я к тому, что вот как будто бы в сказках все заканчивается хорошо, у нас все, кто-то воцаряется, дурак становится царевичем, да, у него богатство море. Нет, бывают сказки, которые заканчиваются плохо. Я вам одну такую приведу. Она есть в сборнике Афанасьева. Интереснейшая сказка, и она очень похожа на известную новеллу Вашингтона Ирвинга «Рип ван Винкль». Это тот человек, который написал «Сонную лощину», легенду о сонной лощине. Вот. А сказка о чем? Русская сказка. Жили-были два друга. Один друг пообещал другому, что вот кто из нас первый женится, обязательно пригласит его на свадьбу. Ну так вышло, что один из друзей умер раньше, второй женился, но помнит про это обещание. И, в общем, у него день свадьбы. Свадебный кортеж, ну ты знаешь эту сказку, естественно, проезжает мимо кладбища, и наш жених... Ну я же обещал-то другу пригласить его. Ничего страшного, что он мертвенький. Постучусь-ка я. Он стучится к нему в могилу. Могила, как в сборнике Афанасьева указано, расплылась. Выходит мертвец и говорит: друг, как хорошо, что ты меня не забыл. Заходи ко мне, выпьем по стаканчику винца. Я как будто анекдот рассказываю, но это не анекдот, друзья. Наш главный герой спускается в эти чертоги кладбищенские, выпивает стаканчик вина, проходит 100 лет, а он не знает. Ему мертвец-дружок говорит: давай еще по второму, а? Недолго же стакан вина-то выпить. Они выпивают, проходит еще 100 лет. Ну, в общем, выпивают они, как троекратный повтор, 3 стаканчика. Выходит наружу наш женишок, кладбища нет, все вокруг поменялось, ни свадебного кортежа, и деревеньки его уже нет, там дома совершенно другие. Ну, в общем, заходит он в церквушку, и местный батюшка ему рассказывает: ба, так 300 лет прошло, дружок. Была, говорит, такая история, в каких-то домовых книгах он там порылся. Да, говорит, 300 лет назад была у нас здесь в деревне история, жених во время свадьбы пропал. А вот невеста замуж за другого вышла. Все, вот вам и хороший конец в сказке. Нет, русские сказки частенько заканчиваются нехорошо, поэтому я к тому, что вот ты спросил, как перенести сказочные константы на что-то современное, да вполне себе легко перенести. И вот такие неоднозначные концовки и открытые финалы. Да. Спасибо. Ирина, теперь к вам вопрос. А вот смотрите, какие книги автора сегодня формируют наибольший интерес к славянскому фэнтези? И какие сюжеты и персонажи особенно востребованы у молодой аудитории? Я не могу не упомянуть Лию Арден с ее книгой «Мара и Морок». Мне кажется, даже не надо объяснять. Все про нее слышали, я думаю, из наших зрителей и из моих коллег. Я все-таки считаю, что именно с «Мары и Морока» пошел какой-то тренд на славянское фэнтези, по крайней мере, в социальных сетях. Потому что и до Лии Арден, конечно же, писали славянское фэнтези, но, на мой взгляд, именно она добавила в него вот какую-то такую горячую любовную линию, которая привлекла внимание молодых девушек, в частности, и про эту книгу стали очень активно говорить. Плюс именно в этом произведении очень необычная и
наверное, даже привлекающая внимание эстетика, потому что благодаря ее эстетической части как раз-таки она получила столько внимания со стороны зрителей. Книга стала популярна где-то в 2020 году, когда был ковид, все сидели дома, и блогеры как-то запустили тренд на то, чтобы снимать перевоплощения в Мару и в Морока. И это настолько сильно завирусилось, что книга продается огромными тиражами и по сей день выпускается не только как проза, но и как комиксы. Ну, в том же «Эксмо». Я просто сама читала, я знаю, о чем говорю. Поэтому да, это не только проза теперь, но еще и комиксы. И я бы еще выделила помимо Лии, наверное, Надю Сову. Может быть, кто-то из вас читал ее цикл книг «Ладный мир». Надя — современный автор, она выпускается вот тоже на данный момент. У нее вышла книга новая «Сажа. Тихий шаг». И Надя очень интересна в таком, наверное, в эстетике такого мрачного фэнтези рассказывает про нашу, опять же таки, славянскую мифологию. У нее книга, которая завирусилась, больше всего, это «Станция лиха». Она ее выпустила в 2017 году. Там история про то, что девушка едет в метро, засыпает и оказывается вместо Москвы на какой-то загадочной станции, где начинают происходить какие-то определенные странные вещи, к которым она явно была не готова, просто находясь, опять же таки, в метро. Вот я бы, наверное, выделила этих двух авторов. А по поводу героев и персонажей, которые больше всего востребованы молодой аудиторией, я думаю, что это ведьмы, ведьмаки, неоднозначная нечисть, которая является в чем-то как позитивным персонажем, в чем-то и негативным. И также это наши всеми любимые русалки, леши, домовые, ну и так далее. Я думаю, что современного читателя в первую очередь привлекает в современном фолк-фэнтези то, что там появилась очень такая достаточно активная романтическая линия. И помимо того, что ты ознакомливаешься со славянской мифологией, ты еще также погружаешься в интересную любовную линию, и однозначно это привлекает внимание. Спасибо большое. Ульяна, у меня теперь к вам вопрос. Смотрите, а что происходит со сказочными персонажами вообще в современной культуре? У нас же очень часто случается такое, что, например, главным героем становится Баба-Яга. Или там Кощей Бессмертный. Вот с чем вообще, в принципе, это связано? Но это связано с тем, сейчас я отвечу. Современное, то есть вы имеете в виду, что можно как-то по-другому вопрос? Не совсем понимаю. Ну, я имею в виду, смотрите, не только современные сериалы, современные книги. По сути дела, это можно наблюдать не только на сказках, это можно наблюдать даже на вселенной комиксов. То есть раньше у нас культурным героем всегда, соответственно, был положительный персонаж. Если у нас делали комиксы, у нас комиксы обязательно делали про Бэтмена или про Супермена, ну, то есть того, кто есть выразитель функции культурного героя. Я поняла. То есть, если сейчас у нас идет внимание в том числе к тем, кто никогда не был культурным героем, то есть к отрицательным персонажам. Что у нас Джокер становится главным персонажем, что у нас берут, например, Бабу-Ягу как главного персонажа, если мы говорим про фолк-фэнтези. Да я поняла уже. Да? Можно было короче. Можно, но не вышло. Теперь у меня мысль ушла. Ну ладно. Но я думаю, что, да, действительно, если мы возьмем классическую сказку, то там герой действует, злодей препятствует, а помощник помогает. Но в современном мире, в 20 веке, начиная с 20 века, все поменялось. Ну, не начиная с 20 века, ладно, мы говорим про сказки. Но сегодня все поменялось. И, наверное, причина в том, что в психологии, в психоанализе, в Юнге, который сказал, что злодей внутри нас, а тень — это часть нашей личности, и с тенью не надо бороться, а ее нужно как-то интегрировать. И отсюда действительно после
вот этих вот открытий Юнга рассказывать сказки, где зло — это просто зло, стало интеллектуально неэтично. И появились, вот, как вы говорите, Джокер, кто там еще, Малефисента. То есть нам теперь не интересен просто злодей. Классическая сказка не задается вопросом, какие были психотравмы у Бабы-Яги, что она вот такой стала, почему у нее теперь одна нога-то костяная. Она умерла же просто. Ну, это же не все знали. Это мы сейчас с вами вот узнали. Вот. Но это и не лечится. Но классическая сказка не задается вопросами, почему Кощей Бессмертный такой злой. А современный человек вот с этой всей психологией, ему теперь интересно, почему злодей вот стал злодеем. Что такое вот было в детстве у Кощея Бессмертного, что он вот таким вот стал вот чудаком. А все потому, что в мифологии нет возраста. И, по сути дела, если мы будем говорить про мифологию, Баба-Яга никогда не была ребенком, Кощей никогда тоже не играл в песочнице. Вот. Но начиная с 20 века, с психоанализа, вот со всей этой истории, фокус сместился на злодеев. То есть мы видим сказки некоторые, рассказанные глазами злодеев. Спасибо. А теперь у меня вопрос ко всем участникам дискуссии. Как вы думаете, вообще, в принципе, интерес к славянскому фольклору — это какая-то временная тенденция или это уже устойчивый тренд? Я считаю, что это уже устойчивый тренд. Я думаю, что этот тренд будет только закрепляться, и фандом будет расти, развиваться, потому что то, что я вижу сейчас, за 6 лет славянское фэнтези стало настолько уже, наверное, популярным жанром в России, по крайней мере, что появилось очень много авторов, которые об этом пишут, и я думаю, что и дальше это сохранится и будет развиваться, и будет еще больше читателей. А я хочу соединить твой вопрос с психотравмами Бабы-Яги. Да, соединить несоединимое, почему бы и нет, хотя очень даже соединимое. Действительно, тренд большой, и не только в нашей культуре, то есть не только в нашей культуре, интерес к нашей культуре. Если вам интересны психотравмы Бабы-Яги, смотрите франшизу «Джон Уик». Кто понимает, о чем я? Джон Уик, да, у нас в исполнении опять Киану Ривз, у нас белорус, да, у него есть прозвище Баба-Яга. Почему? То есть американское кино использует один из главных наших сказочных архетипов, да, в качестве такого прозвища вот этого супергеройского героя, который, по сути, вполне себе Баба-Яга. Он опять-таки и не живой, и не мертвый. Он опять-таки такой пограничный, он все время балансирует, он такой сказочный, необычный. И, кстати говоря, кто из вас еще не смотрел Джона Уика, там, я не помню, что это, там несколько просто частей, там есть фантастическая сцена, где Джон Уик, вот этот геройский герой, в одной из библиотек он сражается со своим врагом. С помощью чего бы вы думали? Я вижу, здесь есть мои зрители, молчите, вы знаете. Друзья, он, извините, мочит своего врага сборником сказок Александра Николаевича Афанасьева. Как он это делает? Лихо, потрясающе. Очень советую посмотреть хотя бы ради этой сцены. Книга Афанасьева еще никогда не была в такой переделке. Поэтому да, тренд здорово. Я думаю, что мы говорим про моду на все славянское. То есть кокошники и кеды с хохломой, может быть, еще лет 5-6, 10 продержится. Но потом это все уйдет. По поводу самого фольклора, это константа, которая иногда поднимает голову и смотрит, как мы здесь поживаем. И в целом, если посмотреть историю нашей страны, то у нас периодически были ренессансы вот этого интереса к фольклору. Один из ярких — это время после войны с Наполеоном, в «Войне и мире». Толстой описывал этот момент. Россия была просто под влиянием голомании, увлечением всем французским. Но после войны с Наполеоном, когда
русское крестьянство показало свою силу, свою мощь. Дворяне задумались, кто мы и откуда, стали изучать жизнь простого народа, записывать обряды, записывать анекдоты, сказки, песни. А до этого, в целом, еще и Пушкин об этом писал, некоторые дворяне русского языка не знали, они не могли изъясняться на нем. То есть стали изучать русский язык. Это вот все было в XIX веке. И на этой волне Гоголь стал популярным. На этой волне сказки Пушкина стали популярны. То есть это уже было в нашей истории. И просто это сейчас повторяется, но потом все утихнет. А потом снова возродится. Спасибо большое. А мы сейчас перейдем к небольшой викторине. Прозвучат от меня вопросы залу. И после каждого ответа я хочу, чтобы наши уважаемые эксперты дали еще небольшой комментарий о том, а почему же так. Теперь вопрос для зала. Сколько в большей части сказок голов у Змея Горыныча? От 3 до 12, да, варианты. Ну, все верно, от 3 до 12. А почему? Ну, потому что 3 самое маленькое число. И по тому, как развивалась культура, человек учился считать, так и до 27 голов, кстати, есть еще варианты. И 39 есть. Прекрасно. То есть я должна сейчас говорить правильно или нет? Не, неправильно ли это? Комментарий давайте, почему именно так. Ну, то есть все верно, и 3, и 12, и 9 да. еще. Хорошо. Какой водой сначала пользуются для оживления героя? Все верно, мертвый, да. Единогласно, смотрите-ка. Ну, чтобы раны срослись, нужно сначала мертвый. Слушайте, у меня есть забавный комментарий. То есть, если его сразу живой напоить, он вскочит и начнет орать. Это разные куски, значит, вскочат. Да, это какой-то сюжет для слэш-хоррора. Коля, подожди. Есть очень интересная сказка, опять-таки, из сборника Афанасьева. Мы все знаем про живую и мертвую воду, а есть сказка, она вот, к сожалению, без названия, потому что у Афанасьева они пронумерованы. Короче, там один колдун идет на свадьбу, как-то зачаровывает там молодых и берет в пузыречке кровушку у невесты и у жениха. И потом у него главный герой спрашивает: а зачем ты взял у них кровь? Говорит: да я хочу их умертвить, но их, конечно, потом будет легко воскресить. У него спрашивают: ну как же воскресить? Говорит: а вот в левом пузыречке у меня кровь невесты, а в правом пузыречке у меня кровь жениха. И вот если пяточки у жениха и невесты разрезать и влить им обратно эту кровушку, то они у нас воскреснут. Вот так. Так что не только живая и мертвая вода, в русских сказках есть еще и пузырьки с кровью. Да. Прекрасно. Хорошо, тогда еще один вопрос. А кто первым встречает героя на пути в лесу? Чаще всего. Какой зверь? Волк, верно. А еще кто? Скажи, не стесняйся. Скажи. Давай. Иди сюда, голубчик. Где там баба? Ну, это, да, это животное, как правило, это волк бывает. А почему? Это самое главное. Потому что, ну, если мы возьмем... Блин, это долгий рассказ. Опять рассказывать? Интересно ж всем. Ну ладно. Помните сказку «Иван-царевич и серый волк»? Поднимите руки. Просто... Слава Богу. Просто однажды я рассказывала аудитории, которая не знает этой сказки. Вот. И дело в том, что эта сказка снова же про инициацию, и это мужская сказка. Волк был в древности тотемом мужчин. Это был мужской символ. И он настолько древний, еще наши прапрапрапредки, индоевропейцы, которые жили войнами и грабежами, они поклонялись волку, потому что волк был сильным, хитрым зверем, который мог долго преследовать свою жертву,
То есть это был просто, такая была икона охоты. Вот. И поэтому ему поклонялись. И если говорить славян, то, например, западные славяне, лютичи, у них как раз вот их прозвище по имени тотемного зверя — лютый волк. И, соответственно, волк в этой сказке, он проводит инициацию. Иван-царевич едет на коне, и волк съедает его коня и говорит потом, после этого: «Жаль мне, Иван, что я твоего коня съел. Жаль мне, что ты пеш изнурился». Вы что, думаете, зверя совесть замучила? И он как-то раскаивается, хочет извиниться? Не тут-то было. Дело в том, что здесь мы видим отголоски древнего акта жертвоприношения, где конь — это наивысшая плата. То есть тотемный зверь съедает животное, коня, и у него активируется пакет услуг «Серый ВИП», куда что у нас входит? Логистика по загробному миру. Серый волк, то есть доставляет его. Потом магический консалтинг. Консьерж-сервис. Силовая помощь при краже, кого он там крал? Жар-птицу, коня, Елены Прекрасной. То есть зверь этот, который встречается в лесу, он не просто там хорек какой-то. Это волк серый, это тотемное животное. Предоставляет целый комплекс услуг. Спасибо большое. Вот. Видите, разобрались с серым волком. Ну что ж, а теперь у нас как раз самое время для вопросов из зала. Мы с вами обсудили и скрытые символы сказок, и скрытые смыслы, и что значит герои, и то, как сказки связаны с современностью. И теперь у вас есть возможность задать вопрос нашим спикерам. Сейчас вам передадут микрофоны. Вы, соответственно, говорите, кому вы будете задавать вопрос. Вот, пожалуйста, каждому спикеру у вас есть возможность задать вопросы. Я напомню, что авторы лучших вопросов, их выберут сами наши сегодняшние спикеры, получат от нас призы от наших партнеров издательства «Эксмо» и АСТ. Пожалуйста. Поднимайте руку, кто хочет задать вопросы, и к вам подойдут. Здравствуйте. Ну, вы вот сказали, что современные люди в сказках, сказочных, обычных, почти ничего не понимают. Ну, например, клубки, клубок, лес. Вот. И что нам делать теперь? Вообще эти сказки не читать? Или... Можно я отвечу? Конечно. Ну, сначала вы покупаете вот книжку Ульяны Нижинской «Недетские сказки. Тайные смыслы народных текстов». Прочитываете ее, здесь все символы, все описано. А потом берете книжку. За сказкой. Хорошо, еще вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к Ульяне. Я хотел узнать, во многих сказках часто фигурирует число 3. И я хотел узнать, это вот особенность исключительно русских сказок или сказок вообще, и почему вот это вот 3 носят какой-то сакральный, что ли, характер, или, ну, или вообще, в принципе, четные числа. То есть вот в чем заключается смысл вот этих чисел и конкретно числа 3? А где человек вот находится? Здесь. Вот здесь, а то я слышу голос, и я не пойму откуда. То есть голос отсюда идет, а все, я поняла. Почему число 3? Вообще число 3 есть и в других сказках, и это не чисто наша такая русская черта наших русских сказок. Есть много разных теорий. По одной из них был такой французский антрополог Леви Брюль, и он исследовал народы, которые находились на первобытной стадии развития. И вот он заметил, что туземцы считают 1 предмет, 2 предмета. А когда видят 3 предмета, то, вернее, много предметов, говорят 3. То есть 3 в первобытном сознании означало много. И сказки наши очень древние, сегодня я об этом говорила, они как раз восходят к первобытным временам. И цифра 3 в этих сказках является таким средством усиления.
То есть у Змея Горыныча 3 головы. То есть он настолько страшный, то есть у него много голов. А герой главный дрался со Змеем Горынычем 3 дня и 3 ночи. То есть он настолько сильный богатырь, что вот очень много времени он бился. Вот поэтому число 3, оно часто повторяется в сказках, и не только в русских народных, но и в других. И это такое средство усиления, которое означает «много». Все. Ульяна, еще вопрос. Ага. Уважаемые спикеры, спасибо в первую очередь за выступление. И меня в этом плане зацепила особенно Ася и Ульяна насчет архетипов современной сказки, современных сюжетов истории книг. И касаемо именно «Войны и мир», а именно с тем, что какой тогда архетип будет у Андрея Болконского. Я в спиче от Ульяны заметил, что он будет по-своему Кощей Бессмертный, вверяя дубу, по сути дела, свою жизнь. И с этим же вытекающий из этого вопрос, какая сказка тогда у сюжетной линии Андрея Болконского? С положительным концом или с отрицательным? Спасибо за вопрос. Спасибо. Я сейчас вспоминаю про Андрея Болконского, да, я читала «Войну и мир». Но Ростова не за него вышла замуж, она за Пьера Безухова вышла. У нас какой-то, знаешь, «давай поженимся». Давайте рассмотрим визитки Кощея Бессмертного и Андрея Болконского. Что между ними общего? Деньги есть? Есть. Известность есть? Есть. Кстати, Кощей Бессмертный — суперизвестный герой. Помните этот эпизод, когда Марья Марьевна говорит Ивану Царевичу: не ходи в подвал, там... Он, конечно, заходит, он у нас умный парень. Вот, и видит, что висит Кощей Бессмертный, он его сразу узнает. Так, известность есть, деньги есть, силушка есть. Любви у них у обоих есть. нету. А вот любви ни у того, ни у другого. Хотя, знаешь, у Болконского, в отличие от Кощея, есть сердце, потому что Кощей у нас, обратите внимание... Эгоистичное сердце. Да. Да. Бессердечный и бездушный. Вот, кстати, ни в одной сказке о Кощее нигде вообще даже не сквозит никакое подобие любви. У Болконского сквозит ли? Не да знаю. Нет, тоже эгоист. Да нет, начинает сквозить, когда он ранение получает. Вот что значит мужской взгляд на Андрея Болконского. Я бы не ставила ему бы кощеевские какие-то клейма, ни в коем случае. Он у нас, конечно, протагонист. Конечно, да. Но протагонистов в «Войне и мире» очень много. И я к тому, что, в принципе, проповскую теорию вот так вот прям на литературу, да еще и на романные тексты перетягивать можно, но всегда с оглядкой. Я думаю, что все-таки Андрей Болконский — это герой, который в начале романа один, а потом он меняется. То есть у него свои посвящения были. Вот эта вот война, небо над чем там, над Аустерлицем или Стерлицем. Аустерлиц. Вот. То есть это, мне кажется, классический герой, который проходит свое перерождение через временную смерть. То есть все-таки это не Кощей Бессмертный. Натянуть Кощея Бессмертного на Андрея Болконского. Это вот интересная мысль. Запомним этот вечер. Но вопрос очень хороший, Слава интересный. богу, что не на князя Ипполита там. А мне понравилась параллель с дубом, кстати. Классная. Добрый вечер. Большое спасибо за такую сказочную беседу по-настоящему. Меня вот интересует такой вопрос. А какие вот для всех участников самые недооцененные персонажи или герои для вас? И вот чем они интересны? Но чтобы вот ответить на вопрос «самые недооцененные», это же надо понимать, кто недооценил. А сейчас так сложно в мир, когда у каждого Люди. свой мир. Общество. Нет, вот именно для вас. Кого я недооценила? Нет, вы наоборот его оценили, а вот люди его не заметили, понимаете? Вот я, например, все время, когда смотрел «Золушку», мне там нравился одна очень маленькая чашечка, а ее почти никто не замечал, понимаете, в чем дело? Вот о том же самом вопрос.
Я бы здесь сказала «Золушка», потому что вообще «Золушку» изначально написал Джамбадиста Базиле. Это автор сказки сказок. Он жил в 16-17 веках. И в его сказке Золушка, ее на самом деле зовут Зозола, и мне она там нравится гораздо больше, чем Золушка, которую мы все привыкли видеть, кроткая, такая невинная, боящаяся сказать лишнее слово, потому что у Джамбадиста Базиле Золушка, ну то есть Зозола, она, чтобы поехать на бал, ну, спросила мачеху, та ей сказала нет, и она отрубила ей голову крышкой сундука. Вот. И поехала на бал. Поэтому для меня лично Золушка, оригинальная, первоначальная ее версия, это прям недооцененный персонаж. Здравствуйте. У меня вопрос про Колобка. Не к ведущему, к экспертам. Колобок — это, по сути, рукотворная нежить, которую сделала бездетная пара, их называют старик со старухой, но тогда люди долго не жили, поэтому можно предположить, что они были вполне молоды по нынешним меркам. Вот они сделали, значит, этого гомункула или голема, и он уходит от них в лес, который вы назвали порталом в загробный мир, и там его убивают. Вот в чем суть этого повествования? Его там не приняли как своего в лесу, и почему он ушел от этой пары, которая... Разъясните, будьте добры. Ну, я буду занудной. Можно? Дело в том, что «Колобок» — это не волшебная сказка. Вот мы сегодня говорили с вами про обряды, про инициацию, и вот эта вот схема инициации, она только про волшебные сказки, где Баба-Яга, где Кощей живут. А «Колобок» — это сказка с повторениями. Сказка, у меня из головы вылетело бытовая. слово. Нет, не бытовая. Сказка с повторениями. Кумулятивная эта сказка. И вот жанр сказки, и каждый жанр сказки имеет свой корень. То есть «Колобок» мы уже не рассматриваем через инициацию ни в коем случае. И здесь в «Колобке» есть два интересных момента, о которых я могу рассказать. Во-первых, колобок, почему его не едят звери? Почему вот он поет песню, а звери его не едят? Он что, обладал какими-то способностями вокальными, как Шаляпин? Об этом не сказано. То есть, значит, нет. Дело в том, что колобок пел песню зверям о страданиях хлеба. В древности сочиняли такие песни о страданиях пшеницы, о страданиях конопли, то есть о страдании всего, из чего делают хлеб. И считалось, что вот эти вот песни, которые передают историю, что сначала человек сеет зерно, потом это зерно всходит, потом жнут, в снопы собирают, потом молотят в муку, а потом еще и в адской печи запекают хлеб. Считали, что хлеб столько страданий проходит, что он может любую нечисть победить. И в славянском фольклоре есть даже такие сказки, где хлеб побеждает нечисть. Так вот, значит, если коротко пролью свет, звери не едят колобка, потому что он поет им древний заговор о страданиях пшеницы. Потом еще какой есть интересный момент. Колобок этот не простой, а колдовской. Он по коробу метен, по сусекам скребен. И в традиционной культуре, то есть он поскребыш, колобок — это поскребыш. А в традиционной культуре поскребышем называли и последний хлеб, приготовленный хозяйкой, и последнего ребенка, которого женщина рожала. То есть ее чрево соотносилось с квашней, в которой она замешивает тесто и выпекает детей, которые выходят из нее. И, соответственно, последний ребенок назывался поскребушем, потому что она соскребала все свои последние жизненные силы для него, как тесто для последнего пирожка.
И последний ребенок в семье, в традиционной культуре у славян считался, обладал он магическими способностями. То есть он мог даже остановить град или чертей там изгнать. Вот. То есть колобок, то есть наш не просто какой-то хлеб, который катится, а он еще у нас и магическими способностями наделен. И что еще могу интересного сказать, что сам его ход, выход из дома, Господи, напомните, как он вышел. То есть он с подоконника прыгнул на пол, покатился к выходу. И этот путь ровно такой же мы встречаем в заговорах от икоты, от чертей, от ведьм. То есть есть записи северных заговоров, где говорится: «Выйди, раб Божий, из дома в чисто поле, пойди в лес». То есть как раз в лес отсылали всю нечисть. И вот здесь, в этой сказке, мы тоже видим вот эти вот отсылки. То есть сказка «Колобок», итог, вывод какой я могу сделать, это сказка, которая впитала в себя древние верования в поскребышей, в магию, и которая воспроизводит как раз вот эти вот магические тексты о страдании пшеницы. Вот. Спасибо. Спасибо. Да, вот там еще вопрос. Можно мы спросим про сказку «Курочка ряба»? Мы ее с детьми читаем, и когда мышка разбила яйцо, то, что хотели дед с бабой, они продолжают плакать. И вот меня дети спрашивают, что происходит, а я как бы пока не придумала, что им ответить, почему они продолжают грустить, хотя получили, что хотели. Я скажу 3 версии этой сказки, расшифровки. Спасибо за вопрос. Это на самом деле одна из любимых моих сказок и расшифровок. Первая версия заключается в том, что начать я хочу с того, что мы эту сказку знаем не в оригинале. Ее в XIX веке переписал Константин Ушинский, педагог, который выпускал свою книгу «Родное слово». И по этой книге учились все дети. А оригинальная версия «Колобка» звучит совершенно иначе. Расскажу версию, записанную со слов архангельской бабушки, где после того, как колобок, яйцо разбилось, об этом яичке нищий стал плакать. Баба рыдать, вери хохотать, тын побутусился, двери рассыпались, дьячок перебил все колокола, а поп порвал книгу. И, вероятно, это книга «Библия». А в другой версии, воронежской, девочка-внучка удавилась после того, как услышала, что яичко разбилось. То есть, кстати, в украинской версии этой сказки, эта сказка называется «Мировое горе». То есть получается, что оригинальные тексты «Курочки рябы» звучат совершенно иначе. И там мы видим действительно мировое горе, трагедию. Фольклорист Аникин рассматривает эту сказку как абсурд. Народ высмеивает паникеров. Вот яичко разбилось, а много шума из-за ничего. А другой исследователь Топоров говорит: нет, это вовсе сказка не про абсурд. Эту сказку нужно рассматривать через мотив разбитого яйца. Многие народы в древности верили, что мир возник из яйца, которое снесла гигантская змея или гигантская птица. Боги разбили это яйцо, и из верхней половины образовалась земля, из верхней небо, а из нижней земля. Поэтому дед и баба не могут разбить это яичко, потому что они не боги, а обычные люди. Вот они и плачут.
Но мышка — существо непростое, а хтоническое. Она соединяет мир подземный и мир живых. И поэтому с ролью богов она справляется на все 100%. Есть еще третья точка зрения. Софья Залмановна Агранович. Она рассматривает эту сказку через золотой цвет. Дело в том, что все, что окрашено в золотой цвет в русских народных сказках, принадлежит к тридевятому царству, царству мертвых. Свинка золотая щетинка, конь златогривый, жар-птица — все это предметы загробного мира. И получается, золотое яйцо — это предвестник смерти. Поэтому дед с бабкой плачут, видя это яйцо. И в некоторых версиях сказки они отдают курочке Рябе это яичко досиживать. То есть они борются за свою жизнь. Но яичко разбивается, и смерть приходит, катастрофа неминуема. Вот такая история. Сказка коротенькая, а говорить о ее тайных смыслах можно очень долго. Спасибо за вопрос. Ирина, от вас будут какие-то комментарии по этому вопросу? Какие-то комментарии по этому вопросу будут тоже? Слушай, про яичко, но для взрослых. Ты сейчас все-таки про курочку Рябу. Больше детская сказка, мы читаем ее в детстве. А я вспомнила сейчас про тоже яйцо, но где как раз-таки смерть Кощея. Значит, в некоторых сказках... А напомни, ты сказала, что Кощея можно убить 3 способами, да? Нет, конечно. Это я тебе оставила. Пусть это будет, да, 3 способами. С помощью коня, с помощью, естественно, смерть у него в яйце и с помощью иглы. Но сейчас про яйцо. В некоторых сказках, когда смерть Кощея находится именно в яйце, Иван Дурак у нас не просто дурак, он садист. Что он делает? Иван Дурак понимает, значит, что смерть Кощея в яйце, что он берет это яйцо, и он из одной руки в другую его перекладывает, и понимает, что Кощея, вот из-за этого перекладывания, его начинает корежить, коробить его. Иван Дурак, так, перекладывает снова и начинает яйцо из руки в руку перебрасывать. Кощея из угла в угол туда-сюда начинает шарашить. Ну и в конце концов бедный, измученный Кощей на коленях молит этого нашего Ивана Дурака, этого Ивана-садиста прекратить его мучения. Ну и в конце концов либо это яйцо об Кощеев лоб разбивается, и, собственно, смертушка Кощея-то и приходит у нас. Вот. Так что садистские теперь у нас истории. Да. Хотел, чтобы я добавила? Я добавила. Вот, пожалуйста. Спасибо. Это была хорошая приправа. Есть ли еще вопросы? Да. Меня зовут Ярослав. У меня есть такой вопрос. Почему это у Бабы-Яги иногда есть кот? А иногда нет. Почему он именно черный и почему именно кот? Мы тут посоветовали. Слушайте, кот у Бабы-Яги есть чаще всего только на лубочных каких-то картинках, в мультфильмах, в фильмах, в сказочных. А вот в сказках у нас Баба-Яга, видимо, не любит кошечек, поэтому никакого котика у нее нет. Только на картинках. Кстати говоря, это во многом влияние западноевропейской культуры. Я вроде как что-то там, я слышу правильный возглас, возможно. Просто Баба-Яга в любом случае ассоциируется у нас с колдуньей, с ведьмой. А если мы говорим про западноевропейский фольклор, а конкретно про английский, у английских ведьм есть так называемые фамильяры. Фамильяры, животные помощники. Потом из английской традиции животные помощники, как коты, всякие жабки, ну, такие дьявольские, инфернальные существа, они перетекли на всю европейскую, потом на русскую культуру. Так что, да. А так, конечно, у нас есть сказки про животных, да. И там есть и котики, и собачки. Но это уже совсем другая история. Я вот просто хочу сказать, что Баба-Яга, если говорить про животное, вот какое у нее животное, это лошадиный череп. И есть даже некоторые сказки, где вместо головы у нее лошадиный череп. Вот, поэтому, да, действительно, котиков не было, отдадим это Инстаграму, а вот лошадиные черепа, да.
А, кстати, что еще хочу сказать? Вот про эти картинки про котов. Это как русалка на ветвях сидит. Все изображают ее с хвостом, а славянские русалки ходили на 2 ногах на самом деле. Ну все. Спасибо большое. Еще вопросы? Я бы хотела продолжить тему с Бабой-Ягой. Все-таки Баба-Яга не однозначный персонаж. И почему все-таки она имеет в русской культуре, особенно в современной русской культуре, негативный оттенок? Хотя она очень много помогает. Я тут. Почему сейчас Баба-Яга негативно воспринимается? Слушайте, а можете привести, не отдавайте микрофон, пример, почему вы считаете, что негативно? Ну, все-таки, когда мы читаем в детстве сказки, для детей Баба-Яга — это что-то, какой-то страшный персонаж, негативный, что она может съесть из-за того, что она как раз допекает детей. Вот. Но я даже помню то, что в детстве тоже сама боялась Бабу-Ягу очень сильно, и только в взрослом возрасте поняла, что это, в принципе, не негативный персонаж. Ну, давай я отвечу, начну. Ну, давай я начну, потому что у меня несколько версий, и их несколько версий есть. Во-первых, здесь речь идет в адаптации сказок, это раз. А во-вторых, Баба-Яга-то изначально даже в ее этимологии ее имени заложено, что она злая, лихая, ягая. Это же лихая и злая как раз-таки. А действительно сказок, где Баба-Яга максимально отрицательный персонаж, меньше. Я, например, вот так вот сразу могу вспомнить только Баба-Яга и Жихарь. Жихарь домовой. Вот там она прям сволочь, там она прям мерзкая ведьма. Вот. И действительно, для детей же адаптируются у нас оригинальные сказки. И проще, конечно же, сделать эту мерзкую старуху, которая и выглядит не слишком приглядно, и сделать ее отрицательным персонажем. Вот. Ну, давай, продолжи. Давай. Ну, я думаю, что одна из причин — это, я уже говорила, что Баба-Яга — древнейший образ, то есть она непосредственно связана с язычеством, с языческой обрядностью, и есть предположение, что она также была связана с Мокушью, то есть богиня, женская богиня Макоши, которую долго христианство не могло искоренить из нашей культуры. Даже в XVI веке священники спрашивали у женщины, не ходила ли ты поклоняться Макоше. То есть вот настолько это было прям сильно. Потом Макошу переделали в Параскеву Пятницу. Вот, то есть... А сама Баба-Яга в сказках-то осталась. А чего с ней делать? Ну, исказим мы ее. И получился вот такой искаженный образ Бабы-Яги. Это первое. Ну и второе, так как она была связана с женщинами, а любая сильная женщина, которая стоит на пороге миров, она уже выглядит подозрительной. Поэтому вот такую женщину нужно было сделать истинной злодейкой. Но если мы посмотрим, любовь к Бабе-Яге возвращается, и ее современное общество принимает за ее такую многослойность. Она отражает такую свободную женщину, которая живет в лесу одна, ни с кем жилплощадь не делит, хочет — съест тебя, хочет — клубок подарит. В общем, такая self-made woman. Поэтому сегодня мы видим новое перерождение Яги, как мне кажется. Спасибо большое. Сейчас прогресс идет во всех направлениях, мир стремительно меняется. А может ли быть сказка современной? Ну, чтобы не добрый молодец и не печка, а школьник и микроволновка. Спасибо большое. Дорогие друзья, это последний у нас вопрос. У нас очень мало времени осталось, поэтому давайте покороче отвечаем. Ну, я, наверное, начну, девочки подхватят. Про микроволновку я, конечно, сомневаюсь, но у нас сказки сейчас снова обрели популярность как раз-таки в жанре фолк-фэнтези. То есть там все та же наша славянская мифология, только в современном мире. В современных наших городах там современные персонажи, у которых есть телефоны, они пользуются техникой и так далее. Просто они оказываются в обстоятельствах, в которых присутствуют какие-то нечистые силы. По поводу микроволновки, мне кажется, что все-таки нет. Я бы хотела такую сказку почитать.
Я бы Может, хотел напишешь? прочитать сказку про тостер, но, к сожалению, пока еще никто не написал. Не суй туда пальчики, голубчик, да? Да-да. Хорошо. Тостер, который Это, соблазнял знаете, это детей. что-то вроде Григория Остера, что-то же вроде школы ужасов и вредных советов. Вот это вот, в это сюда. Современный фольклор. Ну что ж, друзья, всем огромное спасибо. Сегодня мы попытались с вами окунуться и в исторические корни волшебной сказки. Поняли, что все эти вещи, они были придуманы не случайно, что они находят отражение и в нашем дне до сих пор. И, по сути дела, сказки живут рядом с нами. Спасибо вам огромное за то, что были сегодня здесь. Спасибо огромное нашим спикерам. Не расходитесь, мы сейчас вручим книги победителям, те, кто задал лучшие вопросы. И хотел бы сказать, что 13 августа мы встретимся здесь же, на этой площадке, для того, чтобы поговорить о современной драматургии. Всем огромное спасибо.